Диктатор хочет уничтожить сопротивление изнутри. Они желали победы, но вместо триумфального шествия открыли портал в ад. Родина тебя любит, сынок, но в мире, где свобода — это рабство, никто не хочет попасть в ее крепкие объятия. N Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 1, глава 1. Эхо войны. История жанра начинается с истории создания научно-фантастической драмы «Метрополис». Практически одновременно со стартом съемок фильма на книжных прилавках Веймарской республики появляется одноименный роман за авторством Теи фон Харбоу. Она познакомилась с режиссером картины Фрицем Лангом еще в 1920 году при написании сценария к приключенческой ленте «Индийская гробница». Впоследствии Харбоу выступила соавтором к культовым «Доктор Мабузе», «Игрок» и «Нибелунги». Спустя 17 месяцев кропотливого съемочного процесса в 1927 состоялась премьера первой антиутопии в кино. Кроме того, «Метрополис» стал первой полнометражной научно-фантастической картиной и самым дорогим немецким немым фильмом в истории. Лента установила основные каноны жанра, действующие до сих пор. Метрополис – город мечты, мечты одного человека, изобретателя и магната Йо Фредерсона. Суперсовременный и супертехнологический снаружи, но грязный и кровавый внутри. Тема безудержного технического прогресса, цена которого человеческие жизни, вынесена в эпиграф кинокартины. Метрополис наполнен эстетикой стимпанка с элементами прото-киберпанка. Иронично, что одно из мест в Метрополисе называется Йошивара по названию квартала красных фонарей в Токио. Особое место в картине занимает тема религии. Иудео-христианские мотивы пронизывают все повествование, а центральной метафорой фильма стал миф о Вавилонской башне. Посредником между головой и руками должно быть сердце. Так звучит эпиграф фильма. Примечательно, что главный механизм Метрополиса называется машина сердца. В сухом остатке, как рабочие, которые являются руками города, так и архитекторы, символизирующие мозг этого организма, подчинены холодной горсти шестеренок. Ее влияние распространяется по всему организму, делая из людей своего рода роботов для воспроизводства самой себя. Трансгуманистическая тема красной линией проходит сквозь весь сюжет произведения. Одним из главных технических достоинств Метрополиса является темп произведения. Даже практически полностью восстановленная версия картины длительностью 148 минут поражает своей способностью захватить внимание зрителя вплоть до финала, несмотря на то, что совсем скоро ленте исполнится 100 лет. Безусловно, благодарить за это стоит Фрица Ланга, одного из знаковых режиссеров периода немого кино. Также стоит отметить оператора картины Карла Фройнда. Прекрасно подобранные ракурсы позволяют глубже проникнуть как в мрачную атмосферу подземного города рабочих, так и увидеть красоту и масштаб архитектурного величия Метрополиса. Для создания мощной эстетики антиутопического будущего дизайнеры картины вдохновлялись передовыми направлениями в сфере искусства, такими как кубизм, футуризм и функционализм.
Также не стоит забывать о том, что Метрополис является пиком развития жанра немецкого киноэкспрессионизма, для которого характерный мрачный тон повествования, нарочитый отказ от реализма и экспериментальный подход к визуальным приемам кинематографа. Образы, созданные Метрополисом эхом, проносятся сквозь всю историю не только антиутопий, но и киноискусства в целом. Отсылки к произведению можно также найти как в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта, так и в «Докторе Стрейнджлов» Стэнли Кубрика. Уловить влияние можно также в легендарном документальном фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли» о становлении в Германии Третьего Рейха. Этот список можно продолжать бесконечно, настолько эта вспышка была сильна, что ее свет мы можем видеть и сегодня. Премьера фильма состоялась в 1927 году и получила смешанные отзывы критиков. Например, Герберт Уэллс назвал картину простой и глупой. Многие отмечали наивность сюжетных линий, но восхищались продуманным дизайном, передовыми спецэффектами и прекрасной работой с массовкой. На протяжении всего 20 века полная версия Метрополиса была утеряна, но в 2008 году в одном из музеев Аргентины удалось отыскать оригинальные пленки. Однако они были сильно повреждены, что сказалось на финальном виде отреставрированной картины. И хотя пара сцен были потеряны безвозвратно, премьера осовремененного Метрополиса состоялась на родине ленты в Берлине в 2010 году. Судьба создателей Метрополиса сложилась по-разному. После прихода Адольфа Гитлера к власти и установления тоталитарного режима Третьего Рейха, многие деятели искусства оказались под прицелом и вниманием государства за их разлагающее влияние на культуру Германии. Такая судьба постигла Фрица Ланга, и он был вынужден покинуть Европу и переехать в Соединенные Штаты, где и продолжал свою карьеру режиссера. Тея фон Харбоу, напротив, осталась и сотрудничала с нацистским режимом. В 1940 году вступила в Национал-социалистическую партию Германии. Какое будущее нам уготовано? Этим вопросом человечество задается всю свою сознательную историю. Философы, ученые и деятели культуры постоянно пытаются заглянуть за горизонт, чтобы увидеть, как цивилизация будет жить в близком и далеком завтра. На изломе 19 и 20 веков появляется человек неординарного ума и таланта, который оказался способен заглянуть за непроницаемую завесу времени. Родившись в далеком 1866 году, Герберт Уэллс не только предсказал реальные события и изобретения, но и определил развитие научно-фантастического жанра на десятилетия вперед. Начав с антиутопического романа «Машина времени» 1895 года, он презентовал идею о путешествиях во времени. Спустя 3 года написал «Человека-невидимку», а через год опубликовал «Войну миров», сюжет о вторжении инопланетян. К началу 30-х годов Герберт Уэллс был суперзвездой мирового масштаба, одним из крестных отцов научной фантастики, и предвосхитил появление таких вещей, как военная авиация, танки, космические путешествия, ядерное оружие, спутниковое телевидение и интернет. Свои опасения на будущее он описал в произведении «Облик грядущего», опубликованном в сентябре 1933 года. Право экранизировать любопытный сюжет о столетней истории города Эвритаун получил известный арт-директор Уильям Кэмерон Мензис. «Облик грядущего» Герберта Уэллса стал его первым фильмом в качестве полноправного и единственного постановщика.
Можно подумать, что выбор режиссера-дебютанта для экранизации такого серьезного произведения окажется ошибкой, но за плечами Мензиса стояли многочисленные работы с такими мэтрами киноиндустрии, как Рауль Уолш, Дэвид Гриффит и Виктор Флеминг. Также Уильямс стал первым лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника» в фильме «Голуби» Роланда Уэста. Сюжет «Облика» берет свое начало в январе 1940 года. Городок Эвритаун одновременно живет в двух мирах. Одни беззаботно празднуют Рождество, пока другие готовятся к наступлению Великой войны. Последние оказываются правы, масштаб разрушений, который понес город, сравним со взрывом ядерной бомбы. Для многих людей этот день стал последним, но для мира этот день стал первым на пути к будущей трансформации всей цивилизации. В отличие от реальности, где война продлилась долгих 6 лет, во вселенной фильма она шла безумные 26. Одинокий отрывок из газеты, гордо сообщающий об окончательном поражении врага, написан словно с издевкой к окружающей его реальности. Цена победы оказалась уничтожением всей цивилизации, которую знал мир прежде. Именно этого и опасался Уэллс, известный своими пацифистскими взглядами. Человечество выжило и столкнулось с бродячей чумой, современному зрителю напоминающей скорее о классическом зомби-вирусе. «Облик грядущего» стал одним из первых фильмов, открывающих тему постапокалипсиса в истории кино. Пейзажи, созданные авторами картины, в дальнейшем найдут свое отражение практически во всех лентах о жизни после конца света. Люди, сумевшие консолидировать власть и победить опасную болезнь, продолжили дело предков и снова начали терзать мир уже маленькими, локальными войнами. На фоне этой беспросветной тьмы, как по мановению волшебной палочки, появляется военная организация технократов, которая устанавливает железный порядок на всей планете. Известно, что спасение человечества Уэллс видел в создании мирового правительства. И вот, спустя 100 лет после начала войны, цивилизация переживает свой ренессанс, и по совершенно случайному стечению обстоятельств возглавляет ее потомок человека, захватившего весь земной шар. Социалистические воззрения Уэллса не давали ему увидеть, какой наивный и глупый мирок им был выдуман. Неудержимая и ничем не ограниченная власть одной идеи не может привести людей к счастью и процветанию. Безапелляционные и немного безумные реплики главного консула вымышленного государства лишь дополняют этот тезис. Многие зрители и критики также отметили, что последняя треть фильма рисует совершенно неубедительную картину будущего. Уэллс, полемизируя с мрачным предсказанием Метрополиса, проиграл ему битву как на поле искусства, так и в предсказании реального пути человечества. При всех недостатках важно отметить работу арт-дизайнера Винсента Корда. Облик футуристического Эвритауна выдался довольно удачным и стал классическим отображением утопических городов будущего. Одной из важных тем, затронутых Уэллсом в его сценарии, стала судьба и влияние индивидов на ход истории. Предки и современники как бы меняются местами, но магистральное движение к прогрессу и светлому будущему остается на своем месте. К сожалению, полный замысел Уэллса и Мензеса мы вряд ли увидим. Оригинальная 130-минутная версия фильма на данный момент признана безвозвратно утерянной. Спустя 3 года после премьеры фильма, война, о которой предупреждал Уэллс, начнет свой ход. Но ее последствия окажутся совершенно иными, чем предсказывал великий писатель. All the universe saw nothing.
Which shall it be, Oscar? Роман Джорджа Оруэлла 1984, опубликованный в 1949 году, является, пожалуй, самым популярным антиутопическим произведением на данный момент. Зачастую именно эта книга становится точкой входа в жанр мрачного будущего. Влияние произведения на мировую поп-культуру трудно переоценить. Понятия «большой брат», «двоемыслие», «дважды два равно 5», «новояз» и другие прочно вошли в культурный бэкграунд человечества. Стоит понимать, что Оруэлл стоял на плечах таких гигантов, как Замятин и Хаксли, откуда он и черпал как основы своего произведения, так и сюжетные ходы. Но что же нового он привнес в жанр? Первым, конечно, приходит на ум тотальное переписывание истории. Подмена прошлого является одним из краеугольных камней системы вымышленного государства Океания, страны, в которой происходят действия произведения. Уничтожение информации о событиях минувших дней позволяет дезориентировать человека о реальных причинах и следствиях того, что происходит в настоящем. Вместе с этим глухая цензура позволяет морально уничтожать и сводить с ума маленькую прослойку несогласных путем каждодневного внедрения в их умы противоречащей друг другу информации. Следующим уникальным приемом Оруэлла стало внедрение нового языка – новояза. Сокращение и изменение слов позволяет не только нарушать коммуникацию между людьми, не позволяя им самоорганизовываться, но и осмыслять, выражать отличные от линии партии идеи, а также снижать общий интеллектуальный уровень как индивида, так и общества в целом. Побочным эффектом этой практики можно назвать и всеобщую смерть культуры и всякой индивидуальности. Первой полнометражной экранизацией романа считается телепостановка производства BBC под руководством Рудольфа Кортье. Главные роли в картине исполнили Питер Кушинг и Ивон Митчелл. Плюсами ленты можно назвать общую близость с оригиналом, прекрасную работу над костюмами, угнетающую атмосферу тоталитаризма, высокий уровень актерской игры, что довольно редко для телевизионных постановок. При просмотре нельзя не заметить нехватку бюджета и критическое отсутствие декораций, что, впрочем, не особо портит погружение в произведение. Скорее добавляет элемент гнетущей пустоты в и так крайне бедную визуальную эстетику здешней Океании. I'd like you to look at that new material. Perhaps you can pick it up at my apartment. I'll give you the address. I'm usually in after 1900 hours. Спустя менее чем 1,5 года после выхода телеэкранизации, 6 марта 1956 состоялась премьера полнометражной, вольной экранизации 1984 от режиссера Майкла Андерсона. Роль Уинстона и Джулии получили лауреаты Золотого глобуса Эдмунд О'Брайен и Джен Стерлинг. Фамилию книжного О'Брайена из-за одинаковой фамилии актера и героя-антагониста сменили на О'Коннор, а персонажа сыграл Майкл Редгрейв. До этого он отметился у Альберта Хичкока в фильме «Леди исчезает». По иронии судьбы, именно Редгрейва Оруэлл упоминал в своем списке неблагонадежных деятелей культуры. Одну из второстепенных ролей взял на себя Дональд Плезенс, до этого игравший в телеверсии от BBC. Также интересным фактом является то, что одним из сценаристов картины был Уильям Темплтон, один из создателей первой в истории экранизации 1984, вышедшей в 1953 году в виде одной из серий антологии Studio One на американском телевидении.
Премьера второй полнометражной экранизации состоялась в 1984 году. Режиссер Майкл Редфорд, не задумываясь, выбрал на главную роль Джона Хёрта. Джулию могла сыграть Джейми Ли Кёртис, но из-за череды обстоятельств персонаж достался Сюзанне Хэмилтон. Роль О'Брайена предлагали Полу Скофилду, Шону Коннери, Роду Стайгеру, Марлону Брандо, но в итоге ее исполнил Ричард Бёртон. Из-за проблем со здоровьем и запущенного алкоголизма 1984 стал его последним появлением на большом экране. Изначально Редфорд и оператор фильма Роджер Диккенс планировали снять картину в черно-белой палитре, но продюсерская компания отвергла эту идею. Компромиссом стал прием, называемый Bleach Bypass или удержание серебра. С помощью специального отбеливания пленки удалось снизить насыщенность цвета, изображение стало более холодным, придавая картине более мрачную атмосферу. После премьеры фильма разразился скандал по поводу музыкального сопровождения ленты. Редфорд хотел получить классический оркестровый саундтрек и договорился с композитором Домиником Молдауни. Продюсеры же искали другой вариант, и после неудачных переговоров с Дэвидом Боуи они остановили свой выбор на синти-поп-группе Eurythmics. Студия Virgin Films воспользовалась своим правом последнего монтажа и без ведома режиссера добавила электронику в фильм, заменив некоторые треки Молдауни. Причудливый синтез двух жанров, несмотря на гнев Редфорда, пошел картине только на пользу. Синтетические мотивы от Eurythmics прекрасно вписались в тусклый, лишенный всякой надежды, практически безжизненный мир 1984. 7 октября на закрытом показе отметились Фил Коллинз из группы Genesis, музыканты Бой Джордж и Стинг, а также основатель группы Duran Duran клавишник Ник Роудс. Спустя 5 дней фильм вышел в широкий прокат, где удостоился признания как среди рядовых зрителей, так и множества именитых критиков того времени. Начало 20 века оставило глубокую рану на теле западной цивилизации. Становление массового общества, вызванного модернизацией, открыло новую страницу в истории человечества. Разрастание роли государства в жизни человека навсегда изменит представление о возможностях власти управлять подконтрольным населением. Бесконечная консолидация ресурсов и человеческой массы в попытках построить новый Вавилон утопила в крови весь земной шар. Великие войны и великие достижения идут рука об руку. Как сохранить себя в этом круговороте безумия? Какой путь ведет к спасению? На эти, как и на другие многочисленные вопросы, нет вразумительных ответов. Нет правильных рецептов. N-Foundation. История жанра антиутопия. Акт 1, глава 1. Оставайтесь на связи, все ссылки в описании.